Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, ставите лайки, комментируете и живо обсуждаете происходящее. Но тут действительно нужно только живость мысли и, конечно, хоть такие мимолетные, просчеты, что будет в будущем. Народный депутат Украины Анна Скороход на связи прямо сейчас. Анна, приветствую вас. Здравствуйте. Саммит Трампа и Путина. Ох, наделал шуму, и, понятное дело, эти дни, как обратный отчет, бьют по голове новым и новым ударом, новым и новым днем. Зеленский созвонился со всеми, с кем только мог. Об этом изрядно, собственно, у себя в социальных сетях и оповестил. Однако мы понимаем, что на Банковой атмосфера перед этим саммитом гнетущая, потому что нужно выходить из сложившейся ситуации, ведь, по сути, из американской прессы, американского телевизора мы постоянно видим вот эту формулировку «обмен территориями». Как вы оцениваете положение дел у Зеленского? Действительно ли поля для маневра практически нет? И, собственно, что будет делать Банковая ввиду вот этого такого неожиданного и яркого исторического события саммита на Аляске? К сожалению, мы должны констатировать тот факт, что Украина обсуждается без Украины. Более того, мы допрыгались и доигрались до того момента, когда встретятся, как я говорю, два больших брата и будут не просто делить и решать судьбу Украины, при этом не являясь ни украинцами, не имея никакого отношения к Украине. Но я думаю, что там еще будет обсуждаться и глобальная мировая политика, а также глобальное мировое влияние на все, что происходит в мире, и определенный передел, можно так сказать, или определенные договоренности в отношении экономических вопросов глобально, в том числе. Относительно того, что сейчас происходит на Банковой, знаете, вот когда собака уже на привязи, и она бегает по кругу своей будки и гавкает, пытаясь хоть как-то привлечь внимание к своей будке хозяина, но у хозяина уже принято решение, и собаку в дом не зовут. Поэтому, к сожалению, мы видим тот факт, что Зеленский третий лишний на саммите, и что, это не мое выражение, я думаю, что это все знают, что, к сожалению, третий лишний наш гарант Конституции, и все, что будет принято, это будет принято без нас. Мы видели все, я думаю, всю историю Украины, как каждый президент пытался Конституцию поменять, Конституцию подмять, не проводя референдумы, не спрашивая у людей. Возможно, нам дадут шанс провести по территориям референдум. Я в него мало верю. Я все-таки думаю, что будут достаточно жесткие позиции со стороны России и США. А Европа здесь, знаете, она может, конечно, подгавкивать. Я по-другому не могу выразиться, потому что ее просто слили и поведением, и местом проведения встречи. Обратите внимание, что это то место, куда, знаете, как посредников не позвали никаких. И я думаю, в том числе из-за гарантий безопасности, для того, чтобы не было сливов информации относительно переговорного процесса. Поэтому мы пешки в этой игре, к сожалению. Но все с замиранием ждут этой встречи. И вы знаете, как это сказать, все надеются на мир. По крайней мере, я и мое окружение, потому что столько людей хоронить, это уже просто невыносимо. И просто пройдитесь на кладбище, просто посмотрите на весь этот ужас. И я считаю, что как ни крути, нам нужно заканчивать эту войну. Да, высокой ценой. Да, мы понимаем, что, скорее всего, придется переступить через амбиции и наступить себе на горло. Но все равно человеческая жизнь – это самое ценное. И
кто бы как и что ни говорил, именно за них и нужно бороться. Ну, вы знаете, это такой очень важный рефрен, да, но по сути все его отбрасывают. Ну, мол, всем уже давно все равно. И суть, главная, да, смысл, да, зачем нужно останавливать войну, он, кажется, утерян. Спасибо, что напомнили как раз-таки об этом, потому что кладбища только растут. Люди гибнут и в тылу, и на передовой. Мы про передовую поговорим немного позже. Вы так пробросили о референдуме, что это, мол, будет какой-то лучший сценарий на каких-то территориях провести какое-то, да, волеизъявление. В принципе, эта тема так вот она гуляет. Да? Как она связана с обменами территорий американскими? Смотрите, я не говорю про референдум на каких-то территориях, я говорю на территории всей Украины. Мы же не спрашивали никого, да, и сколько у нас раз менялась Конституция, ну, просто посмотрите, там, в 2005 году, да, потом НАТО внесли при Порошенко, насколько я помню, там и так далее. Людей не спрашивали. А это такие вещи, и даже сама же та же Конституция говорит, что основним джерелом влади в Україні є народ. И народ говорит свою позицию через референдум. Ну вот и на самом деле это самый правильный, корректный механизм. Не может решать за то, как будут жить украинцы и при каком устрое Аня или Александр или Владимир или еще кто-либо. Это должно быть коллективное решение людей, народа, который здесь проживает. Тогда это будет, знаете, как действительно в коалиции, действительно с учетом интересов всех сторон. А у нас все делается в одностороннем порядке. И вот эти вот игры, они в конечном итоге привели к тому, что у нас происходит. Анна, если попробовать понять, каким образом Зеленский может повлиять на этот саммит. Вот вы, как бы всем уже понятно, да, вот эта утка, которую запустили, что Зеленский может приехать на Аляску, ну, это не то. Трамп четко выразился, говорит, что нет, конечно, он может приехать, но он 3 года ездит, и ни к чему это не привело. Поэтому красиво отшил. Ровно так же жестко Трамп вчера выдает по поводу Конституции, что, мол, Конституция не позволяет там отдавать территории, хотя позволяет убивать, воевать и, ну, скажем так, умерщвлять свой народ и, в общем-то, продолжать войну. Странный такой выпад Трампа, и многие отметили, что Зеленский раздражает Дональда Трампа. Какие у него есть геополитические шансы и насколько, ну, насколько вот это вот все-таки поле для маневра, вот как бы вы его оценили? Зеленский раздражает Трампа очень давно. И мы об этом даже с вами неоднократно говорили. Начиная истории с Буризмой и еще предыдущие выборы в Америке, и заканчивая историей в Белом доме и выборами на этот срок президентских в Америке. Это нужно не забывать и помнить. Зеленского не считают игроком вообще и субъектом в этом всем процессе. Это процесс глобальный. Я повторюсь, что мы пешки. И, к сожалению, решения будут приняты без нас. Просто от нас будет зависеть, будем мы на это идти или не будем. Скорее всего, как говорится, знаете, очень жестко убедят. Я не буду применять другие какие-то слова. Вот. Но я еще раз скажу, что переговоры ведут 2 больших брата, и дальний родственник их совсем не интересует. Поэтому Зеленский 3-й лишний вот в этой всей истории. И это четко дали понять. Более того, Трамп дал четко понять, что все лишние в этой истории, что это персональная встреча Путина и Трампа. И это они будут решать, как лидеры государств, и как лидеры тех государств, которые влияют на глобальные процессы в мире, они будут решать, как быть дальше. Ну, тем более, что мы видим параллельным курсом, как, допустим, Китай
защищает Бразилию. У самого Китая по отношению с Америкой опять пауза до ноября месяца. Ну, вот эта торговая пошлинная пауза. То есть мы понимаем, что идет очень интересная игра, именно геополитическая, и, в общем-то, Путин и Трамп встретятся, и это будет, ну, многие, я согласен с многими аналитиками, они говорят, что это будет точка отсчета. Вот как мы неоднократно, помните, во время войны вспоминали Женеву, когда Байден встречался с Путиным, да, и, мол, ну, многие тогда говорят, а помните, там, 1,5, 2, там, 3 года назад, ну, в процессе войны уже была Женева, да, вот этой Женевой от нее все отталкивались, и от встречи в Аляске тоже будут отталкиваться. Я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное. Как вы думаете, а что решат по Украине? Вот из того, что мы слышим, читаем, разные сценарии и планы. Вот конкретно Аляска, Трамп и Путин, как они между собой договорятся? Я чуть-чуть сделаю шаг назад. Я думаю, что ключевым отчетом станет все-таки 3 сентября, когда будет встреча Си, Путина и Трампа. Это еще будет... Мы должны понимать, что это люди в одной... Как это сказать, даже не то, что они в одной весовой категории и в одной возрастной категории. Это люди, у которых мышление одинаковое. Вот, они прошли те школы, они выросли, как говорится, знаете, в одно время. Это тоже очень важно. И они живут еще теми понятиями, что тоже немаловажно, потому что мир меняется, и на сегодняшний день происходит передел мира в том числе. Мы это все, это глобально, мы это все видим. Посмотрите даже, какую роль играет сейчас БРИКС. Там достаточно много стран, там не последние страны. Это тоже показывает влияние со стороны России в мировом масштабе. Нельзя это отбрасывать. Вспомните относительно войны в Украине, что говорил Марко Рубио, что это прокси-война. Это его слова, которые он сказал весной, четко. То есть мы не являемся субъектом, мы объект. Нас разыгрывают в глобальной мировой политике. Какое будет принято решение? Учитывая все прогнозы, которые ставятся на ближайшие 5 лет по экономическому развитию, подсчеты по всей вообще глобальной экономике, я думаю, что все-таки будет договоренность о прекращении боевых действий, но действительно с учетом того, что Украине придется отказаться от каких-то территорий. Возможно, это будет заморозка конфликта по определенной линии разграничения, не как она есть сейчас. В принципе, мы даже это с вами обсуждали, что будет сценарий, который не устроит обе стороны, где придется уступить обеим сторонам, тогда он будет успешный. Вот. Но все равно в конечном счете, когда будет стоять вопрос территорий, мы должны будем спросить у людей. И говорить о том, что нельзя провести референдум, да, или там еще что-либо, это ложь. Мы прекрасно видим, что любой референдум можно провести онлайн. У нас практически у всех есть ДИЯ, у ДИЯ есть у всех солдат и так далее. Поэтому это процесс, знаете, который уже не остановить. Это процесс, который идет к завершению, и просто попытки Зеленского и попытки Европы остаться, как говорится, знаете, в попытке прыгнуть в субъектность, она останется попытками. Потому что у нас есть тот факт, что именно те, кто действительно решает и влияет на мировые процессы, они встречаются вместе. Все, точка. Анна, сейчас очень много таких сливов, инсайдов. 3 или 4 даже дошли до меня. Да, я думаю, у вас их больше. О том, что... одни говорят, что Зеленский собрал силовиков, чтобы нанести как можно больше ударов по территории Российской Федерации. Собственно, мы сегодня это и видим. Вот, пожалуйста, вторник, 12 августа, полетело по Татарстану. Каждый день летит 1, 2, 3, 4 или много беспилотников по территории России. Вот они там атакуют юг, в общем, какие-то объекты, заводы. Каждый день приходит эта информация. Она идет как бы фоном, да, со всеми мирными
воззваниями или какими-то мирной риторикой того же Зеленского или там, ну, вот этими всеми, скажем так, риторическими приемами. И вот одни говорят, собрал силовиков, чтобы как можно больнее ударить, так говорится, напоследок Российскую Федерацию. Другие говорят, собрал окружение, и в том числе силовиков, и говорит, все, понятно, нужно готовиться к этому переходу, трансформации страны на мирные рельсы, переходу, и вот как ее поставить грамотно, да, чтобы... Третьи говорят, что плюс к этому, в общем-то, Зеленского убеждают, что он должен провернуть вот этот вот кульбит, сделать политический и пойти на выборы, и его убеждают, что он победит на этих выборах, и вот эти все онлайн, ну, вот эти онлайн-штуки, да, там, голосование, это не для референдума, и Федоров анонсирует какие-то новшества в мобильном интернете украинском, в общем, занимается плотно онлайн-голосованием, чтобы Зеленского переизбрать. Что вы скажете по этому поводу? Насколько действительно на Банковой наступило это прозрение, и следующим шагом будет вот такой момент внезапных выборов, чтобы раз и Зеленский снова, ну, условно, подписал перемирие, и дальше уже с новым мандатом будет подписывать уже соглашение? Я скажу, версий ходит очень много. Значит, одна из версий, то, что действительно Зеленский все подписывает и все идут на выборы. Это первый вариант. Второй вариант говорит о том, что пока никаких выборов не будет и Зеленский ничего не будет подписывать, что все-таки страны, которые принимают решения, они хотят пойти законным путем, и через главу Верховной Рады, которого заменят, будет подписание всех мировых соглашений. И, в принципе, вывод Украины на вот это поствоенное пространство, а далее подготовка к выборам. Это второй вариант, который рассматривается. Вот. И третий вариант, который мне известен, что маловероятно, но тоже, знаете, как дыма без огня не бывает, это военный переворот, о котором достаточно много говорят, и что он также поднимается в кругах в тех странах, которые встречаются на Аляске. Вот. Ну и переход власти, временной власти к военным, которые при этом же тоже подпишут все мировые соглашения. Какой-то период будет переходное правительство, а дальше все пойдут на выборы. Какой из этих будет вариантов, я вам не скажу. К сожалению, я не Ванга, как бы мне это не хотелось. Вот. Но в любом случае нам нужно готовиться к тому, что будут приняты достаточно тяжелые решения. Вот. И нам нужно будет понимать, что мы должны понять, как мы будем жить в поствоенной стране, потому что вернется огромное количество военных. У нас огромное количество искалеченных ребят, которых необходимо также вернуть в социум. Мы все знаем практику и историю, да, различных войн и возврат военных домой, что в большинстве случаев ничем хорошим не заканчивалось, поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Мы должны понимать, что у нас сумасшедший демографический кризис, что у нас огромное количество пенсионеров и очень мало именно работающих людей, которые должны их всех содержать. Также мы все прекрасно понимаем, что у нас огромное количество людей вернулось на оккупированные территории, потому что здесь их просто кинули и не дали им необходимой надлежащей поддержки. То есть у нас на самом деле демографическая история. Мы должны помнить, что у нас без единого выстрела Европа забрала около 14, ну пускай будем считать, плюс-минус кто-то вернется, 12 миллионов работоспособного молодого населения и, что самое страшное, детей. Более того, от войны выиграла и Россия, потому что огромное количество людей тоже находится и переехали в Россию. Более того, мне очень многие знакомые, которые с оккупированных территорий, и они поддерживают контакты со своими друзьями на оккупированных территориях, так те рассказывают, что
Россия выдала им определенные деньги и ваучеры, и они покупали себе квартиры в Краснодарском крае, в Крыму, попереезжали от линии, именно непосредственной линии боевых действий, и как бы, что тоже является потерей населения. Для нас это катастрофическая история. Вот. То, что Зеленский сейчас усиливается правоохранительными органами, это элементарное чувство страха. Мы все это человеческий фактор. Вот. Мы должны понимать, что вообще правоохранительные органы, они создавались и ну, с другой функцией, в противовес тому, чем они сейчас занимаются. Да? Они не защищают, они занимаются ровно противоположным. Вот, поэтому увеличение – это просто, знаете, как раскладывание яиц в разные корзинки, потому что никто не дает гарантии, что та или иная структура будет верна. Это тоже нужно помнить и не забывать. Более того, правоохранительные органы создаются в том количестве, исходя из реального количества населения. У нас почему-то этот принцип ну, не придерживается, и можем вспомнить опыт Януковича, да, которому правоохранители, в каком бы количестве они ни были, они не помогли. Вот. Далее мы должны понимать, что нас ожидает очень тяжелая экономическая ситуация. У нас будет стоять вопрос по восстановлению, у нас будет стоять вопрос по вообще там, знаете, от восстановления промышленности до элементарного восстановления жилья. Вы можете все наблюдать, что то, что происходит, да, и то, как идет распил бюджета, ну, я вам скажу, я уже просто устала от того количества обращений, того количества информации, которая поступает, и оно отовсюду. Это не то, что вот, например, происходит только в армии или происходит только там в каком-то конкретном органе. Это повсюду. Это полиция, это СБУ, это, я не знаю, это все правоохранительные органы, абсолютно все. Это суды, прокуратура, это местное самоуправление. То, что творится, оно просто, знаете, у нас каждый на своем месте, царь и бог, которого не достигнет правосудия, который ни за что никогда не понесет наказание. Но так жить нельзя. Поэтому я думаю, что украинцам нужно также готовиться к тому, что тот человек, который будет у власти, вот, он не будет это терпеть. И все равно эти все моменты с помощью тех же партнеров, с помощью той же Америки, они будут выкрываться, и люди будут нести наказание. Потому что ни $1 нигде в мире спрятать невозможно. Ни в биткоинах, нигде. Поверьте, все знают, все знают, где у кого открыты счета, где у кого какая недвижимость и так далее. Скорее всего, по моей информации, Зеленский получил иммунитет со стороны Великобритании, но окружение как бы Зеленского, они иммунитет не получали, поэтому что ждет их, как бы зависит от того, кто будет у руля, как говорится, с поддержкой Америки и так далее, потому что ждет нас очень много работы и ждет нас непростые вызовы вот, для поствоенной Украины. Мы должны думать, как будем жить дальше. Вот. И все равно при всем, кто бы что ни говорил, кто бы что вот как бы не описывал и не рассказывал, мы должны думать за жизни людей. Это самое важное. Потому что без людей, поверьте, и территории не важны. И знаете, на сегодня Зеленский думает за себя. Его можно понять, да. Это человеческий фактор. Они действительно боятся. Я думаю, что Европа тоже переживает, потому что она так сильно перезапустила свой ВПК, и тут, если война остановится, им это будет невыгодно, вот, потому что вложены огромные деньги. Мы это просто наблюдаем, это... Возьмите информацию из прессы, да, кто что заявляет, кто как себя ведет, и как бы выводы делайте сами. Но оно все на поверхности. Вообще, благодаря как бы
открытости информации, оно все на поверхности, умеете просто собирать и анализировать. Ну и давайте не забывать, что Трамп никогда не простит непонятно кому куда положенные в какие карманы деньги налогоплательщиков США. Вот, и я думаю, что с их стороны еще все-таки, кто бы что ни говорил, будут определенные разбирательства. Ну, вы знаете, вчера нардеп Гончаренко выдал интересное, и тут сразу вспомнилась вот эта пропаганда. Помните, несколько месяцев назад была информация, ее сразу, ну, в общем, окрестили российским ИПСО, что это все вранье, пропаганда, это Кремль придумал. А на самом деле это все не так, что окружение Зеленского или Зеленский покупает банк во Франции. И тут вчера Гончаренко, внимание, говорит, что на пленках квартиры Миндича от НАБУ, да, фигурирует как бы разговор о том, что куда припарковать, это так они выражаются, 5 миллиардов евро. И в крипте, ну, то есть в цифровой валюте. И нужно что-то с ними сделать, как-то их красиво вывести, легализовать. И вот придумали, что вот давайте купим банк во Франции, а может давайте с Макроном, он же его не просто так целовал несколько раз. Может давайте с Макроном переговорим. Ну, с Макроном говорили, не говорили, непонятно. Но тут внезапно, ну, люди просто, те, которые помнят, да, вот эти все сообщения, да, которые окрестили ложью, они выходят, что это как бы не совсем ложь. И получается, если действительно, и Гончаренко прав, это есть на пленках НАБУ, но это же грандиозный скандал, сумасшедшие деньги, черные деньги, которые хотят выбелить. Что вы думаете по этому поводу? Насколько будут догонять? И насколько вот эти пленки НАБУ, о которых, видите, как все быстренько так вот прикрыли фиговым листком, и сейчас все, конечно, в Трампе и Путине, насколько это еще выстрелит, вот эта история с записями квартиры Миндича? Смотрите, я не знаю, кто является источником у Гончаренко, но у него они достаточно неплохие. Вот, но пока мы не услышим этих пленок, то мы ничего не поймем. Играть на поле информации могут все, но по факту я, например, владею информацией, что когда был принят вот этот злосчастный для Зеленского законопроект, который он же сам и толкал, по НАБУ и САП, то дела из НАБУ вывозились даже ночью. Вот. Но потом они это все опровергли. И я думаю, что все-таки есть какой-то личняк, и есть какая-то договоренность, в том числе с набушниками и саповцами, великими борцами, которые таковыми не являются, поверьте. Это еще та лавочка тоже для прикрытия. Вот. Ну а даже если они владеют такой информацией, почему это до сих пор не в сети? Относительно покупки банка, любая транзакция имеет свой след. Не бывает так, что деньги взялись из ниоткуда и ушли в никуда. Любая покупка требует подтверждения происхождения денег. Более того, если это банковская система, это вообще-то зарегулированный процесс, там, где тебе необходимо получить от разрешений государства до лицензий, и это очень длинная процедура, очень сложная процедура. Если они собирались купить этот банк, да, и об этом говорится, ну, это удачи, они еще более дурные, чем мы думали. Знаете, ну, как бы это такая история еще и в Европе, где ты обязан просто показать каждую копейку, даже когда ты в обменнике деньги меняешь, если ты ПЭП, понимаете? Ну, такая себе как-то... История такая себе, вот. Ну, если они на это действительно пошли, ну, мне искренне жаль. Вот, что... О фронте давайте поговорим. Да, тяжелая ситуация, причем мы видим, как она разгорается, и, в принципе, мы это наблюдали неоднократно, как, например, вспыхивает какой-то пожар, и его быстро-быстро пытаются гасить всеми возможными способами. Пока Сырский рассуждает о том, что вот если бы не корейцы, у россиян ничего бы не получилось в Курской области. Пока Безуглая говорит: елки-палки, вы вчера опубликовали о том, что там Бессаловку в Сумской области, это район Теткина, ну, Сумская область, да, освободили, зачистили.
а ее не Она не захватывали. была да. Ну, то есть в официальных сводках нет этого населенного пункта, что он захвачен. Да, это приграничное село, но как бы надо было отчитаться, что освободили. Освободили. В Доброполье, около этого населенного пункта, Покровск, Доброполье, происходят жуткие вещи. Кричат командиры, нынешние там волонтеры, что ситуация плачевная, катастрофическая, быстро начинают гасить пожар. Говорят, что нет, мы там Азов перебросили, там, в общем, не нагнетайте, не паникуйте. Но продвижение достаточно серьезное, и угрозы есть от вот этого рывка больше, чем на 10 километров, плюс перерезание трассы Доброполье-Краматорск. Понятное дело, что мы там взрослые люди, мы понимаем, что вполне вероятно вот этого ухода из Донецкой области в плане обмена территорий может не быть, но могут легко дать проиграть. Потому что проводятся какие-то, тоже очень интересные моменты, хотя это тоже все на уровне сообщений местных жителей, да, когда там из приграничных районов Днепропетровской области ночью видят колонны по дорогам украинских военных, которые отступают. Может, ротация такая, понятно, что там люди, что они там увидели. Может, просто дадут собрать силой, да, и как бы уведут в военном плане, показав, что вот смотрите, мы там не можем обороняться, дайте нам еще денег. И так раз, и Донецкая область по факту будет не сдана, да, в общем, проиграна в честной схватке. И вроде как Зеленский тогда не пойдет на обмен территории, и ему нечего предъявить, ситуация, мол, такая катастрофическая. Но это одно. Другой момент, что складывается впечатление, вот если честно, вот проблема вот этой Донецкой области, она еще заключается в том, что там через год-два там Россия может накопить силы и захватить значительно больше куски территорий, а Украина ничего не накопит. Все разворуют, растянут, и вот эти все модные Стерненки, там, да, Притулы, Чмуты те же, они потом с этими дронами и волонтеркой окажутся где-нибудь за границей. И, собственно, вот так и война, так и довоюем эту войну. Какие мысли у вас по поводу фронта и ситуации в Донецкой области, которую сейчас пытаются очень сильно замазать, закрыть, прикрыть? Я начну с того, что денег не будет. И Венс об этом очень четко сказал. И позиция понятна. Они бизнесмены, они зарабатывают, они не собираются тратить на непонятно что, непонятно где, непонятно для кого и зачем. Если бы был результат, возможно, можно было бы говорить о другом. А учитывая вот эти все коррупционные скандалы, учитывая все, что они видят, и такую неприязнь к Зеленскому, денег не будет. Мы должны это вот просто для себя запомнить. Возможно, младший брат Европа будет еще тратиться и закупать у них оружие вот для Украины, о том, что тоже Венс говорил. В принципе, это можно допустить, но насколько это поможет или долго протянется, я не могу сказать, потому что основное – это даже не оружие, это ключевое – это человеческий ресурс, а его нет. Относительно Донецкой области я говорила еще с трибуны Верховной Рады, когда я ездила там за Дружковку, мы ездили в Константиновку. Кстати, для меня это было ужасно, потому что Константиновка – это было всегда такое место встречи с военными, откуда они нас забирали, и мы ехали с ними дальше. Вот. И сейчас в Константиновку практически не заехать, все очень сильно обстреливается дронами и FPV-шками, и на оптике. Ситуация очень тяжелая. Но тогда, в тот момент, меня очень сильно зацепила ситуация, когда я общалась с людьми, и мне задали вопрос, почему ДССТ строит прекраснейшие фортификационные сооружения, но не перед Краматорском, а за ним. Я в это не сильно поверила, я поехала, проверила. И действительно, фортификационное сооружение, прекрасное фортификационное сооружение, которое нужно было построить еще в начале 2022 года, они строятся на линии Донецкой области. Искать в этом зраду возможно. Искать в этом провалы военные тоже возможно.
У Сырского, я Сырского вообще не воспринимаю, потому что это человек-мясник, который вместо того, чтобы решать проблемы, он уничтожает тех, кто говорит о проблемах, понимаете? И относительно российского ИПСО, ну, мне тоже сказали, что вся моя информация, которая была написана военными, вот, это тоже российское ИПСО. Я выкладывала пост относительно 39-й бригады. Посмотрите у меня в Фейсбуке. Там достаточно четко все расписано. Но мы должны тоже констатировать, что это все советская школа войны. Вот. Знаете, у нас идет столкновение, когда воюют не тактикой и стратегией, а человеческим ресурсом, причем к отношению к человеческому ресурсу как к статистике. Вот, поэтому мы, в принципе, и проигрываем, потому что, к сожалению, мы в этом ресурсе мы победить Россию не можем. Просто возьмите цифры и сравните. Вот, поэтому здесь как бы вопрос от качества к количеству так и не был решен. Вот, все враги, все российские псошники, все вот такие плохие-сякие, они святые, но что самое важное, у них всегда виноваты попередники, потому что если бы не попередники, то вот не было вот этого, вот этого, вот этого, а то, что ты уже больше, как бы, мне кажется, уже, наверное, второй год, больше 2 лет, да, Сырский у руля, и как бы ничего не меняется, а все только валится и становится хуже, но наверное, его очень любит Зеленский. Я не знаю, в чем у них там их душевная связь, вот, но я не понимаю той политики, которая ведется на фронте, хотя я и не военный человек, но я просто анализирую с того, что мне говорят военные люди, профессиональные военные люди. И начиная от зачистки кадров нормальных, да, заканчивая до того, что если ты успешное подразделение, у тебя комбриг самостоятельный и успешно выполняет задачи, имеет уважение среди своих военных, значит, его нужно убрать. К сожалению, такая политика в этой армии, и, к сожалению, им важна покорность, а не успех на фронте. К сожалению. Вот, действительно, фронт сыпется, но нельзя сказать, что это что-то в новинку или что у нас этого не было, а сейчас вот оно понеслось. Нет, это планомерное постепенный процесс, который уже достаточно давно длится. Вот, о Покровске предупреждали, обо всем по большому счету предупреждали, это все было в соцсетях, это все было в прессе, это никто не скрывал, об этом говорили военные непосредственно, это поддерживали Марьяна, я там, ну как бы очень много, в том числе людей, которые плотно работают с военными. Мы это обо всем говорили, мы ходили там, мы там везде лазили, мы смотрели, но к сожалению, мы российские псошники, они великие воины. Вот, поэтому мы имеем, что имеем. Относительно еще ситуации на Донбассе, мне тоже вчера присылали сводки полные. Вот, я видела, очень сильно сейчас Россия работает мелкими группами ДРГ, которые заходят как бы в тыловые части, и очень сильно там кладут много наших ребят, как бы это страшные вещи. Вот, ну, вот у них это сейчас более эффективная история со стороны России. Пока что наши не знают, как с этим бороться, потому что ну, это непростые вещи. Ну, а как бороться, сказать, если не хватает людей на передовой, об этом четко заявляют, говорят. Да, не хватает людей. Более того, люди не подготовленные. У людей нет мотивации. Все, ее, ну, как, знаете, прошел тот период, когда люди шли сами, люди шли добровольно. Остался мизерный процент, его не хватает. Вот, более того, люди же видят всю несправедливость. Это самое основное, что на это все повлияло. Люди видят, что одним можно, а другим нельзя, что одни лохи, а другие не лохи, да, у кого есть деньги. Вот, это президент говорил, это не я. Вот, поэтому сказать здесь, что мы не имеем последствий, это все последствия, понимаете? И мы же не боремся с причиной возникновения этих всех историй. Мы боремся с последствиями и с теми, кто об этом говорит. Это самые страшные вещи, которые происходят.
Поэтому можем ли мы допускать потерю военным путем Донецкой области полностью? Можем. Но мы должны понимать, что и Славянск, и Краматорск – это большие города, и мы уже помним и 2014 год, вот, и взять их будет не так легко, как кажется. И сказать, что вот сейчас все бросят, и все уйдут, и все оставят, нет, этого не будет. Ну, Это посмотрим. из той информации, которую я слышу от ребят и так далее. И что самое страшное, что может быть, это превращение того же Краматорска в Бахмут или в Авдеевку, или еще в какую-то фортецу. Вот, и чтобы это не стало, знаете, такой последней мясорубкой. Еще раз повторюсь, люди и человеческая жизнь – это самое ценное. И мы должны понимать, что как бы ни было тяжело, какие бы ни были это такие тяжелые решения и такие переломные моменты, мы должны для себя ключевым ставить человеческая жизнь, потом все остальное. Это моя позиция. И просто вот представьте, да, что Путин с Трампом договорится, что определенные территории, которые сейчас захвачены, они отойдут к нам. Но это же тоже вариант, правильно? Назад вернуться. Вот, поэтому не нужно зацикливаться на территориях, зацикливайтесь на человеческих жизнях. Все. Анна, если мы попробуем, ну, вот, понять, скажем так, ну, вот, сценарно понять. Вы просто так вот сказали, что есть там какой-то процент, он небольшой, понятное дело. Ну, война, это даже вот в России, да, это был такой, ну, хотя это точно, как бы не точный диагноз, да, но тем не менее. Ну, вот вы упомянули о военном перевороте. Понимаете, в чем дело? Есть же разные мысли, ну, как мнения по этому поводу. Армия, мол, солянка, да, армия тоже устала. Нам показывают там каких-то барбершопных военных, но военные, которые там плюс-минус живые люди обычные, у них вообще по-другому устроено. Абсолютно. И они вообще по-другому говорят и думают. То есть, и просто может случиться такой очень тяжелый выбор. Ну, условно, никто же не хочет быть там хунтой, ну, да, даже на какой-то короткий промежуток времени. И военные тоже не хотят, там, это же нарушение закона, тем более война, тем более такая война, тем более сколько позади трупов, кладбищ. Но, тем не менее, может случиться так, что ситуация на фронте может продиктовать вот этот переворот. И вот сейчас я просто хотел, чтобы вы оценили, прокомментировали. Ну вот потеря Краматорска и Славянска. Да, агломерации большой, ну, знакомой, да, мне там знакомой. Даже не хочу представлять. Да. То есть у них будет выбор. Или условно терять и ложиться в последнюю мясорубку в этой агломерации, или менять власть, брать ее в какие-то там военные руки и уже... А это ведь тоже нужно четко сказать. Вот как четкий от вас постулат звучит, что не меряйтесь территориями, меряйтесь жизнями. Ну вот, да, думайте о жизнях, а не о квадратных километрах. Да, это моя позиция. Точно так же это вот четко, просто. Вот мы же помним слова Путина еще в самом-самом начале. Говорит, давайте военные, нам с вами будет проще договориться. И они уже будут договариваться на других условиях. И с Западом, и с Путиным, и внутри страны. То есть на этот короткий промежуток времени, условно, приходят военные, как бы объявляют себя властью, дается короткий промежуток на переговоры, и потом демократические выборы, и красиво все это уходит опять, ну, условно, в нормальное правовое поле. Может ли сложиться такая ситуация, что у военных не будет выхода, и это придется делать? Ну вот придется. Не от большого желания. Я думаю, что это последний вариант, но вы ставите ставку не на тех военных. Я как раз говорю о военных барбершопных и всех остальных великих командиров, потому что на сегодняшний момент они поймали власть.
им то, что они творят, не укладывается в голове и не укладывается, точнее, оно все укладывается в Криминальном кодексе Украины, но никак не в голове и в человеческом понимании общества. Вот, поэтому сказать, что вот обычные военные пойдут делать переворот, нет, поверьте, у них мечта выспаться, вернуться домой и поцеловать ребенка. Вот, или, как мне некоторые ребята рассказывали, говорят, я мечтаю посадить картошку, да, засеять свои 2 гектара картошка, а другой просто хочет чеснока высадить и уехать куда-то в глухое село, чтобы была абсолютная тишина, потому что они не выдерживают. Но есть другая часть военных, которые это тыловые военные, которые барбершопные военные и так далее, которые очень высокого о себе мнения, которые считают, что они боги, которые по большому счету и распоряжаются жизнями этих обычных ребят. Вот, и они считают, что они, как это им будет кто-то указывать. Вот это именно нужно рассматривать. Более того, поинтересуйтесь, а кого же прочат на, как говорится, вершинку этого всего айсберга. И где собака зарыта здесь, это тоже очень интересно. Обратите внимание, через какую структуру это все планируется, если оно планируется. Я же говорю, это просто те сведения, которые мне доносят. Вот, то это достаточно интересная история. Более того, я вам скажу, навряд ли эти военные будут очень быстро эту власть отдавать. Это тоже нужно не забывать. Поймите, люди, которые сидели без денег, которые ничего не имели в своей жизни, и тут вдруг они стали миллиардерами, вот, у них появилось все, они схватили Бога за бороду, и они думают, что как это у них это все может исчезнуть. Вот тут ключевой вопрос зарыт. Они не будут так просто отпускать власть. А если посмотреть, как сейчас переделали армию в эти корпуса, да, для чего это сделано? Для чего определенным командирам была дана сверхвласть? Вы же поймите, это количество людей. И мы же тоже понимаем, что у них есть амбиции. И не маленькие амбиции. И я бы сказала, достаточно опасные амбиции. И если власть, офис президента думает, что они будут с ними, то я их сейчас с вами здесь разочарую. Эти люди не держат своего слова. Вот. И они никогда не будут играть под чужую дудку, потому что это они вожди в этой стране, а не кто-либо другой. Поэтому здесь абсолютно другая сторона и абсолютно опасная сторона медали по той причине, что всегда военный переворот – это ослабление государства. Все пути, которые сделаны в незаконный способ, это ослабление внутри государства. И в эти моменты та же Россия может так посмотреть, подумать и хватануть еще больше, чем договорятся на Аляске. Это тоже нужно учитывать. Вот. И мы должны тоже понимать, что запросы России, да, империалистические, вы вспомните, как они везде у кого-то где-то что-то еще откусывали, пока где-то кто-то разделялся и думал, как им устройство свое сделать. Вот. Да, вспомните пакт Молотова-Риббентропа. Мне кажется, это тоже очень четкий пример, как это работает. Вот поэтому нельзя говорить о том, что это хороший вариант, и что вот мы давайте подождем от военных вот эту историю. Это негативно для страны в целом и в общем. Но какой будет процесс и как будет, я, к сожалению, не знаю. Ну, просто это очень интересно, очень нужно об этом говорить, потому что, ну, опять-таки, мы не знаем, какой будет Аляска. Даже когда Аляска пройдет, мы не узнаем, какой она была. Это ведь очень четко понятно. Мы же с вами начали с того, что выбрано место, где нету посредника, где нету слива информации, где свои, где четко свои, еще и граница общая. Понимаете? Это просто вот, знаете, как один с одной стороны приедет, а другой с другой стороны приедет. И даже не будет посерединке никого. Это просто, это четенько. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете в комментариях. У меня финальный вопрос, но он очень важный. Сейчас
происходит достаточно, ну, вы тоже наблюдаете это мракобесие, ему там мало уделяют внимания, так это все проходит одной строкой. Ну, там новый мовный омбудсмен омбудсменка, да, она говорит, давайте русский язык убирать из региональных, мол, под хартию он не подпадает, вообще давайте его, в общем, отменять. В Одессе зарисовывают тень Пушкина, арт-объект, ну, потому что Пушкин, памятник Пушкина, там он с 2000 какого-то там 16 года, это на асфальте выложенная тень, зарисовывают, ну, и так далее, и так далее. То есть это все происходит дальше. Вот очень и очень я заметил, как сбивается фокус. Да? Вот нам глобалистские СМИ, Зеленский, там, европейские, британские издания нам вот сейчас рядят о территориях, рядят о вот этих так условиях, кто куда пойдет, обменяет, не обменяет, Донецкая область, там, Запорожская атомная электростанция, вот эти все моменты, это все. А чем ответит, а как будет срывать Зеленский, а будут ли провокации, то есть вот это всем интересно. Но по сути гуманитарный аспект и, ну, как бы решений после Аляски, ведь это тоже очень важная составляющая о том, как будет жить страна ввиду вот этих договоренностей Путина и Трампа. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то перспективы договориться на фронте, ну, давайте назовем его идеологическим, хотя он такой цивилизационный, ну, условно, да, чтобы не, как бы отменить вот этот проект там, Галиции большой, или там кто-то говорит землянки УПА, а чтобы, собственно, страна в гуманитарной сфере, там, образования, языка, церкви, вернулась, как и в своей декларации независимости, в неблоковое безъядерное там, социальное государство, да, вернулась и в этой сфере тоже к первоисточникам. Я скажу так, когда политикам нечего предложить, они начинают предлагать армию, мову и веру. Это нужно запомнить, и нужно включать мозги. Даже если у вас с этим трудности, вы просто открываете 10-ю статью Конституции, четко читаете, что там написано, и, как говорится, закрываете эту книжку, и никакая омбудсмен, никакая тетя, никакой дядя не должен вам рассказывать что-либо о языке. Все. Это, знаете, это люди, у которых, им нужно шатать. И они очень четко выполняют свою работу. Мы с вами говорим на русском языке. Я свободно говорю на украинском языке, на английском языке. Я думаю, вы тоже. Вопрос же не в языке, мы друг друга понимаем. В Швейцарии 4 официальных языка. Они же спокойно живут, как-то все хорошо у них, да. Посмотрите на другие страны. У них не раскачивается вопрос языка. Это происходит только в тот момент, когда нужно раскачать общество и когда больше нечего предложить. Испокон веков. Вот. Поэтому русское население мы же не выбьем за то, что они разговаривают на русском языке, правильно? Мы же не будем давать Путину еще больше поводов рассказывать, какие мы тут националисты и больные люди, правильно? Мы же не будем ему давать еще больше повода, чтобы он заводил сюда войска и устраивал нам резню. Вот. Поэтому мне хочется попросить всех купить себе маленькую, но столь важную книжку «Конституция Украины», хотя бы раз ее прочитать, познакомиться. Одна из самых лучших конституций в мире. Это не мои слова, это констатируют многие ученые, которые анализировали конституции и так далее. К сожалению, каждый президент ее пытался изнасиловать в своеобразный способ. Вот, к сожалению, мы ее еще пока не привели в Конституцию 96 года, но мы еще учимся жить, молодое государство, и я надеюсь, что в какой-то момент Конституцию снова включат обратно, они выключат одним указом президента, вот, а включат ее обратно, и люди поймут, что нужно на улице выходить и на картонках писать не «Набу и САП», а нужно писать «Верните мою Конституцию, вот, и мои права, и мою независимость». Тогда мы будем гражданским обществом. Пока что мы
к сожалению, не являемся. Но это вопрос образования, это вопрос, точнее, вопрос того, что образование у нас тоже украли своими реформами, разреформами и различными онлайн-обучениями. Вот. Поэтому, я думаю, это от каждого зависит, как он относится к себе, с уважением ли он относится к себе, и знать такие базовые вещи, ну, это, знаете, это собственное развитие, собственное уважение. Поэтому всем желаю. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Анна, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите Спасибо. себя. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.